превращением, вот, назовем так, специалиста по ИБ в некую однокнопочную сущность. Можно ли вообще без инфобезопасности в компании? Ты взламываешь несколько компаний, и вуаля, ты высокооплачиваемый специалист. Использование Google таблиц для обработки персональных данных. Отвратительная вещь, как говорится. Внутреннее облако наше все. Ну, вот мошенники, которые звонят из мест не столь отдаленных, откуда они получают все эти данные? Сейчас хайповая фраза прозвучит. Они делают так, чтобы некоторые люди с утра не проснулись бедными. Это «Сравни подкаст». У нас в гостях Паша Орланов. Я в информационную безопасность попал примерно, наверное, как не сильно большое количество людей. Мне, в принципе, изначально было интересно, как работает веб, как работают в целом разные системы. В какой-то момент я начал натыкаться на разные видео. Тут опять будет пропаганда индусских видео, в которых, как говорится, обычно описывается, как правильно кодить, но мне попадались видео, как работать с разными инструментами тестирования безопасности. И скажем так, изучая эти видео, мне становилось интересно. Я все глубже и глубже копал, искал как раз какие-то ресурсы, на которых можно попрактиковаться. Вот, и, на мой взгляд, довольно большое количество людей, которые также приходили в профессию, они начинали примерно с того же самого. То есть тебе просто интересно, как это работает, тебе прикольно. Не для того, чтобы взломать кого-то. Были, наверное, те, которые реально хотели кого-то поломать, или там я хочу взломать страничку какого-то чела в соцсетях, потому что мне не нравится, или хочу посмотреть, что он там пишет про меня, но мне кажется, это меньшинство. Украсть денег? Спорно, я не встречал таких людей. Скорее, просто интерес что-то поковырять. Скажем так, с моей точки зрения, это интерес как что-то поковырять, так и сделать какую-то челленджевую штуку, которую, как говорится, до меня никто не делал, или до меня делало мало количество людей, которые я могу так вот взять, такой типа «да». Отсюда возникает тоже такая из прошлого какая-то то ли фантазия, то ли, может быть, это правда, что большинство специалистов инфобезопасности сами хакеры. Про это тоже есть отличная шутка. Есть два варианта, как стать специалистом по ИБ. Вариант первый, он достаточно долгий, где ты сначала учишься на ИБшника, потом работаешь ИБшником в течение 25 лет, планомерно повышаешь свои навыки, вуаля, ты хороший практикующий специалист по ИБ, который вдобавок ведет какую-то консультационную деятельность. Либо есть вариант второй. Ты взламываешь несколько каких-то интересных систем или интересных компаний, и вуаля, ты высокооплачиваемый специалист. Не проходя все эти ступени. Знаешь, здесь как в IT с момента его начала. В целом, классная история, когда люди приходят в какую-то отрасль, но большинство людей, которые приходили в эту отрасль в начале, это были такие вот пионеры-энтузиасты, которым реально было интересно. То есть, как что-то повертеть, как что-то покрутить, как что-то сломать. Из них получались отличные ребята, которые хорошо знали про то, как защищать. У них разве что были пробелы, назовем так, в методологической части. То есть понимание того, как, например, какая-нибудь организация работает. И были проблемы, как раз в регуляторной части, регуляторных знаниях. Но тех ребят, которых прям нанимали, скажем так, с другой стороны, со стороны атакующих, от них обычно этого не требовалось. От них требовалось показывать, в каких конкретных местах есть проблемы. Это были те самые первые ребята, которые потихонечку приходили, и потихонечку, с которых начиналась как таковая информационная безопасность. Притом не в том виде, где бумажки только надо написать, а в том виде, в котором нужно реально защищаться. Помнишь журнал «Хакер»? Сложно забыть, до сих пор читаю. Но он до сих пор выпускается. Он до сих пор выпускается, там много разных интересных статей. Все продолжается в том же духе, что там... Я помню, прям конкретно там были статьи про то, как взламывать. То есть там от Wi-Fi и до каких-то там других, не знаю, систем или всяких сетевых вещей. Некоторые туториалы они до сих пор выпускают, да. Расскажи, кто такой инфобезопасник и что ты делаешь, сравни с точки зрения инфобезопасности. Кто такой инфобезопасник в целом? Если брать информационную безопасность некого такого информационного безопасника в вакууме, а-ля такой сферический конь в вакууме, то это человек, который, назовем так, немножко юрист, немножко сисадмин, немножко девопс, немножко разработчик. Когда ты понимаешь все то, что у тебя есть внутри компании, ты понимаешь, как это между собой работает, ты понимаешь, в каких местах возможны какие-то проблемы, и ты понимаешь, как это можно починить. Не факт, что ты глубоко знаешь разработку, и там можешь целиком с нуля какой-то сервис написать достаточно большой. Я, например, до сих пор неплохо знаю Python, могу какие-то небольшие микросервисы, конечно, под себя написать. Но написать какой-то большой масштабный продукт не про меня. Это такой типа сферический конь в вакууме, который, по идее, должен быть. Ключевое слово «по идее» и ключевое слово «сферический конь в вакууме». Обычно люди совмещают в себе 2-3 черты из данного списка и идут в определенное именно направление информационной безопасности. ИБ в целом довольно такая большая развесистая штука. Это
Классического ИБшника можно попробовать сравнить с классическим айтишником. Ну, нет же такого классического айтишника, как такового. Есть разработчики, тестировщики, прочие ребята. Здесь примерно та же самая история. Достаточно ли одного человека в инфобезопасности для какой-нибудь там небольшой компании? Что ты подразумеваешь под небольшой компанией? Ну, типа 150 человек, один монопродукт, не знаю, что-нибудь такое. Я бы сказал так. Во-первых, это зависит от целей непосредственно организации. Во-вторых, это зависит от разных внешних условий, которые к организации применяются. Например, если какие-то необходимые финансовые и прочие регуляции, которые необходимо компании выполнять. В-третьих, это что является для компании приоритетом? Сохранение клиентских данных или, напротив, на клиентские данные мы так... Ну, смотрим, типа, есть, хорошо, нет, ну, ладно, продолбаемся пару-тройку раз, ничего страшного не случится. Вот, и если, как говорится, у нас везде приоритет примерно минорный, то, ну, одного человека может хватить. Можно ли вообще без инфобезопасности в компании? Это хороший дискуссионный вопрос. Я и многие мои коллеги приходим к одному простому выводу, что информационные безопасники не нужны будут тогда, когда все разработчики будут писать хороший безопасный код, все сисадмины и девопсы будут хорошо и безопасно конфигурить все необходимые объекты инфраструктуры, с которыми они работают, а все коллеги, которые занимаются бизнесом, будут заранее прорабатывать абсолютно все риски, которые так или иначе касаются продуктов, которые они создают. Тогда, да, действительно, инфобезники будут не нужны. То есть вы ходите за всеми и говорите: ребят, у вас тут плохо, у вас тут плохо. И как бы и почищаете за ними концы. Это в компании курильщика. Хорошо, что у нас компания «Здоровый человек». Ну и что вы делаете? В целом, если посмотреть на нашу работу, ее можно разделить на две вещи. Первая — это предиктивная, вторая — это реакция на определенные события. Предиктивная часть — это там, где мы как раз взаимодействуем с бизнесом, взаимодействуем с продуктовнерами и прочими коллегами, где, во-первых, коллеги знают, что по каким-то вопросам к нам можно прийти, во-вторых, когда есть какие-то вопросы, завязанные на риски, это хорошо обсудить с ИБ. Потому что с если регуляторными внешними, получается? Не только. Ну вот, например, там тот же самый пресловутый ежедневный парсинг некоторых продуктов, его тоже обычно недурно обсуждать с нами, потому что некоторые продукты можно написать так, что потом, во-первых, их легко попарсить, а во-вторых, легко попробовать перегрузить конкретные микросервисы, которые за эти продукты отвечают, и класть их просто по колдауну. Про парсинг, в смысле, когда внешние, хотят нас распарсить? Ну, например, да. Насколько приходится регулировать работу разработчиков и в целом, там, не знаю, разработчиков микросервисов, девопсов и так далее, вот насколько это ваша работа, вот ходите всем объяснять, что, ребята, это важно, это нужно? Это хороший вопрос. Мне кажется, у нас много какие твои вопросы будут начинаться с этой же фразы. И будут без ответа? Ну, смотри, если смотреть в идеальном мире, то, наверное, безопасник должен быть надсмотрщиком, конечно. Но так как мы все находимся в реальном мире, и мы все понимаем, что для компании также важно зарабатывать деньги, то регулирование других команд, особенно в части деятельности их касающейся, оно сводится к, назовем так, сугубо необходимому. То есть мы на своей стороне хорошо понимаем, и большинство команд, ну, кроме некоторых особенных ребят, хорошо понимает, в каких пределах они могут сделать что-то сами, а в каких пределах лучше согласовать так или иначе с нами. В противном случае может произойти ситуация, когда люди отстрелили себе колено и теперь думают, как быть. Кроме того, что они там, ну, то есть могут принимать сами решения, если они принимают неправильные решения, насколько там вы злостно их мучаете за это и заставляете срочно переделывать там в обход их там продуктовых задач? Это зависит от тяжести такого решения. Какое самое тяжелое? Ну, если мы, например, представим такую гипотетическую сущность, что продукт принял некоторое решение сделать абсолютно небезопасный сервис, который теоретически может за счет каких-то побочных запросов тратить какие-то большие-большие деньги компании, то, конечно, с таким сервисом и таким продуктовнером будет проведена очень быстрая разъясняющая работа на тему того, что если ты продолжишь так делать, могут быть очень большие проблемы, поэтому переделать надо в ближайшее время. Короче, у нас, как ты помнишь, был такой случай разок. Опираясь на деньги. Да, на самом деле все очень сильно зависит от денег, как-никак компания работает на деньгах.
Деньги — кровь бизнеса. Апелляция к деньгам довольно быстро приводит к чувству людей, которые вот с точки зрения денег в основном и смотрят на свой продукт. Ну, давай просто будем откровенны, у всех у нас разные ценности. У меня, как у безопасника, там ценности одни. То есть я хочу, чтобы данные были безопасны, все с ними было хорошо, и какие-то лишние люди не имели доступов, ну и в целом не наносили урон нашей компании. В то же время у продуктовнера абсолютно другая система ценностей. Его система ценностей заключается в том, что его продукт должен быть коммерчески успешным. И вот здесь мы можем в каких-то местах здорово расходиться. Если я могу объяснить человеку, что я, в принципе, очень часто и делаю на языке его ценностей, а-ля, смотри, сделаешь вот так, много денег потеряем, ничего не будет. Или сделаешь вот так, у тебя продажи и конверсии упадут, то человеку становится понятнее, что вот тут есть такие-то риски, мне их объяснят не с точки зрения каких-то абстрактных там, ну вот есть риски, есть вот там какие-то потенциальные угрозы и так далее, а просто скажешь, смотри, вот настолько денег, короче говоря, не будет, ты вот там вот конкретно свой KPI не достигнешь. Вот, то приходит осознание довольно быстро. В случае возникновения ситуации там, уязвимости или инцидентов безопасности, кто несет ответственность? Продукт или инфобезопасники? В основном мы несем за это ответственность вместе. То есть если вы дали рекомендации и они не устранились, то продукт, как получается, сам несет ответственность за свои там упущения и уязвимости. Преимущественно да, но тем не менее мы же все-таки все работаем на благо одной и той же компании. Поэтому мы со своей стороны, даже несмотря на то, что, скажем так, некоторые люди могут попробовать пренебречь нашими рекомендациями, всегда имеем запасной план на случай, если все пойдет куда-то не туда. Исходя из вышесказанного, чем занимаются инфосек-специалисты и в подразделении в целом? Сейчас хайповая фраза прозвучит. Они делают так, чтобы некоторые люди с утра не проснулись бедными. А если приземленно? Вот ежедневная рутина. Если приземленно, то это будет довольно большой перечень обязанностей, который можно свести до, наверное, одной единственной фразы. Купируют возникающие риски и ведут разъяснительную деятельность. Какой он специалист инфобезопасности? Ну, как ты знаешь, у нас много направлений внутри, поэтому каждый специалист отличается по-своему. Кто-то, назовем так, человек жесткий технарь, который хорошо знает именно техническую часть и может там совершить многое. Кто-то — это человек, который больше знает именно регуляторно-законодательную часть, и точно так же при взаимодействии с какими-то регуляторами, которые нас касаются, тоже может сделать многое. Просто мы все понимаем, что невозможно совместить в одном человеке абсолютно все компетенции. Ну, наверное, конечно, можно, но этот человек будет, на мой взгляд, абсолютно психологически нестабильный и выращенный в колбе. То есть мы должны будем выращивать, ну, образно говоря, там понадобится установка для клонирования, мы попробуем его там вырастить и будем запихивать в него данные, не упуская его из какой-нибудь белой комнаты. Лет через 20 у нас появится идеальный инфосек, который, наверное, знает все. Но он устареет. Быстро устаревает вся там индустрия безопасности. Если быть предельно откровенным, то в деталях она устаревает довольно быстро. То есть давай возьмем также аналогию с разработкой. Определенные алгоритмы и паттерны программирования, они мало устаревают. Ну, то есть у тебя там есть паттерн Solid, ты вместе с ним живешь, паттерну уж там 100 лет в обед, но тем не менее он все еще живой. Либо у тебя есть вот ростовый паттерн для непосредственно проектирования, допустим, API-шки, ему тоже там, образно говоря, 100 лет в обед, но ты с ним все равно живешь. Вот, но какие-то конкретные технологии, фреймворки, они устаревают довольно быстро. Это как мем про JavaScript, где у тебя, как говорится, за прошедший год появилось 1000 новых фреймворков. Ну или, как говорится, фреймворки успеют рождаться быстрее, чем они их начинают использовать. Это была часть интересной беседы с Лешей Чемочихиным. Нормально. Да. Мы же с ним бывшие коллеги по прошлой компании. Да, он рассказывал про это. Можно посмотреть в подкасте, который мы с ним сняли. Заценим. Вот, а в каких-то методологических вещах, например, к подходу к определенным вещам, например, к выявлению инцидентов информационной безопасности, в целом построению системы обеспечения информационной безопасности, в этом отношении все устаревает сильно медленнее, поэтому хороший специалист — это специалист, который хорошо знает, назовем так, методологическую часть, или такой, типа, я шарю за матчасть. Вот, и хорошо понимает технологии, на которых работает все то, с чем работает непосредственно он. То есть есть база, которая там образовалась 10, 15, 20 лет назад, и без ее понимания и знания довольно там сложно, ну, как бы, там, технологии, которые текущие, они меняются, а вся база, она так и остается. Да. Чем отличается инфобез? Сколько ты работаешь инфобезом? Если прям на работу, я пришел в ИБ в 2016 году. Если добавить сюда еще работу разрабом до этого, то и какие-то элементы ИБ, которые были в ней, то это годика с 13-го. То есть, больше 10 лет. Ну, примерно. В базе что-то изменилось за эти там 10 лет? Да.
Потому что, когда я только-только начал заниматься информационной безопасностью, вопросы, которые были завязаны на виртуализацию, они только-только раскрывались. Вот, контейнеров еще особо в обиходе не было, а сейчас куда мы поедем без Kubernetes? То есть, если раньше, как говорится, знание кубов, докеров и прочего тебе, в принципе, было не нужно, то сейчас вот тебе еще здоровенный пласт сверху, и ты должен понимать, как это защищать. То есть база в целом, инженерная, она сильно подросла. Ну, как раз общались с Алексеем Чемочихиным, упоминали такие истории, что в целом там где-то по инструментарию оно при развитии технологий и там добавлении фреймворков, в том числе, допустим, в JavaScript, вот, оно упрощает работу того же там фронт-энд разработчика, ну, в бэкэнде, я думаю, тоже. И, в общем-то, в DevOps тоже происходят какие-то вещи, которые там для управления облаками тоже упрощают. В инфосеке то же самое происходит? И да, и нет. Здесь следующая развилка обычно происходит. Есть разные виды средств защиты информации, которые используют средний инфосек. Есть то, что предлагают разнообразные, назовем так, продавцы, потому что рынок eBay — это такая глубоко коммерческая история. Вот, есть то, что можно заменить open source. И вот здесь действительно идет вилка в сторону однокнопочного человека и человека с широкими инженерными компетенциями. Человек с широкими инженерными компетенциями вполне легко возьмет какие-то open-source инструменты, да, они будут местами сложнее, они будут местами не очень сильно упрощать тебе жизнь, но, тем не менее, твоя хорошая инженерная компетенция может тебе помочь эксплуатировать их в правильную сторону. Это, как, знаешь, как в старой шутке. Если ты живешь в России, надо уметь делать массаж медведя. Вот. А с покупными решениями здесь как раз вот это развивается эта тема с упрощением и превращением, вот, назовем так, специалиста по ИБ в некую однокнопочную сущность, который купил и обмазался всеми этими средствами в 3 слоя, с одним нюансом. Для того, чтобы их грамотно использовать, их нужно корректно имплементировать. А зачастую человек, который всегда привык к тому, что за него все сделает вендор и за него все сделает какой-нибудь интегратор, он не умеет этого правильно делать. И поэтому он живет в мире собственных иллюзий, что у него все хорошо. Зато с одной кнопкой. Работают такие решения? Все, что угодно при грамотной имплементации работает хорошо. Вы используете у себя коробочные решения? Только несколько штук, без которых реально как-то далеко не уедешь, и open-source, скажем так, аналог которых нам бы обошелся в очень большие человеческие затраты. То есть там, где надо было бы нанимать плюс 3, плюс 4 человека, действительно мы проще купим коробку. В остальных случаях, я тебе честно скажу, я предпочитаю нанимать людей, у которых есть приличные инженерные компетенции. На самом деле этому есть 2 причины. Причина первая — это как раз пресловутая наша любовь к open source. Вот. Причина вторая: если у человека есть хорошие инженерные компетенции, потому что это люди, которые разговаривают на одном языке, то есть у тебя есть DevOps, который с хорошими инженерными компетенциями, у тебя есть безопасник, который, ну, где-нибудь на уровне хотя бы джуниора DevOps разбирается в DevOps. И они, во-первых, друг друга поймут, во-вторых, они смогут друг другу легко объяснить, что они хотят. А если ты берешь человека, который, как говорится, привык на одну кнопку нажимать в покупном решении, он никогда про DevOps ничего не слышал, вот такого человека можно к DevOps высадить, и там будет, ну, фраза из разряда «ты с какого района?» С инфобезного. Так вот, твой район на другой улице, братан. Что на рынке сейчас происходит? На рынке труда по специалистам информационной безопасности? Да, с моей субъективной точки зрения, рынок по ИБ плавно переходит в такую позицию насыщения кадрами. И, как я говорю, наши любимые фразы, что очень сильно нужны высококвалифицированные, низкооплачиваемые кадры. Вот, на самом деле, хороших специалистов на рынке достаточно. Опять же, правда, просят они тоже достаточно много денежных знаков в качестве оплаты, что очень часто при их компетенциях является адекватным. Также есть довольно большое количество людей, которые хотят, так сказать, вкатиться на этот рынок, и их реально очень много. Особенно этому способствуют разные курсики. Ну, знаешь, раньше были книжки, там, типа C++ за 21 день, вот тут примерно то же самое. Для чайника. Да, стань инфосеком за там N времени, после чего такие люди приходят на собеседование, они, конечно, скорее всего, пытались, ну, реально освоить, но на курсах не давали, например, той же самой методологической базы, которая является обязательной. Во-вторых, данные на курсах, которые выдавались, они такие сугубо обрывочные. Есть реально героические ребята, которые помимо курсов самостоятельно шли в сторону собственного развития и реально, скажем так, рыли носом в землю, читали дополнительные материалы, и вот этим ребятам вот прям честь и хвала. Вот эти обычно проходят, но большая масса, ну, достаточно большая масса, она не понимает того, что кроме этого надо землю носом рыть в плане доп. Материалов, и вот таких вот людей очень много. Те, кто прошли курсы и рыли носом землю, они
Идут на позицию джунов. Очень часто, да. В целом на собеседование приходят адекватные ребята? Когда как. Какой-нибудь интересный, веселый случай? Ну, был у меня интересный случай, правда, когда я собеседовал людей не в Сравни, еще до моего прихода в Сравни. Я собеседовал человека, начал задавать ему вопросы по его опыту, дал ему, так сказать, на словах тестовый проект. То есть у меня такой тестовый проект, я называю «Криптопряник». Он очень хорошо показывает, во-первых, понимание методологической и нормативной базы со стороны кандидата, во-вторых, хорошо показывает его понимание инженерной базы. То есть, либо первый человек покажет, либо второе. Либо все вместе, но с определенным, либо хорошим, либо плохим качеством. Вот, на что кандидат, во-первых, меня послушал, потом начал задавать мне встречные не очень корректные вопросы, типа, да что у вас там, ну да ладно, и так далее. Начал пытаться интервьюировать меня, на что я попросил коллегу, что я говорю, уважаемый, я все понимаю, но пока что я интервьюирую вас, я буду очень признателен, если вы ответите мне на мои вопросы. Он послушал меня еще минут, после чего сказал, да пошел ты в пешее понятное путешествие, и отключился. Что это было? Я не знаю. Наверное, это была весна. И что-то обострение. Прикольно. Был еще из таких вот мемов довольно легендарный на рынке человек, назовем так. В очень узких кругах очень, очень хорошо известный. Своим, назовем так, резюме, в котором написаны несуществующие технологии, несуществующие нормативные акты. В общем, резюме очень красивое, если ты не знаешь про ИБ. И этот человек довольно долго, целых 40 минут, грузил меня несуществующими концептами, вещами и тем, как он героически превозмогал в одной интересной организации, на что начал сыпаться на очевидных вопросах. Что ты спрашиваешь на собеседованиях? Вот прям первые 5 вопросов, понятно, без деталей. Допустим, Джун к тебе приходит. На самом деле они достаточно простые. Первое — это несколько вопросов на тему, как ты думаешь, какими нормативными актами регулируется ИБ в России? Это просто такой проактивный вопрос на тему вообще в целом, в универе человек что-то учил или нет, потому что, например, когда я учился в универе, меня так занесло также учиться на ИБшника. Мне это прям вот, как это правильно сказать, вдалбливали настолько хорошо, что меня можно ночью поднять, и я все это перечислю на автомате. Какой чудаш. Почти. Я, кстати, жалею об этом, потому что я, когда в универ шел, я думал, что меня научат там систему взламывать, и все будет очень круто. Потому что до этого я как раз занимался тем, что я, шучу, смотрел индусские видосы по взлому и практиковался по ним. А тут тебе говорят, заучивай такой-то приказ в стек, потому что надо. Вот, но здесь хотя бы просто обзорное понимание того, что человек не просто спал на парах, а хотя бы что-то слушал, он что-то помнит, он может на что-то ответить. Вот, и в целом какие-то меры оттуда вспомнить, чтобы он базово хотя бы концептуально понимал, как вот там государство насаждает построение ИБ. Это не обязательно всегда хороший процесс, но тем не менее хотя бы обзорно его знать стоит. Второе — это проективная часть вопросов в части администрирование сетей, понимание, как сети работают, потому что работать ИБшником без понимания сетей довольно-таки тяжело. Ты даже не будешь знать, что такое, если ты не знаешь, что такое айпишник, и как, допустим, работает DNS, то здесь вопрос, а как ты работать-то в целом будешь? Вот. И третье — это вопросы на администрирование, потому что администрирование средств защиты информации — это довольно большой пласт работы среднего инфосека. Опять же, понимание того, как администрировать, допустим, Linux, Windows системы и в целом понимание, как работает контейнеризация, виртуализация и прочее, здорово тебе помогает в том плане, что ты понимаешь, во-первых, что ты защищаешь, и, во-вторых, можешь понять, как это сломать. И если Джун хотя бы базовое понимание о всем этом имеет, то работать с ним становится довольно просто, и это предпочтительный кандидат. Потому что тебе не нужно ему вот прям на пальцах раскидывать и объяснять какие-то базовые истины, которые, например, он мог спокойно выучить в университете. Ты много раз упомянул университет. Считаешь ли, что высшее образование обязательно для инфобезопасника или в целом для сотрудника, который идет там в IT? Ну и вообще, нужно ли высшее образование в современном обществе? Моя позиция по этому вопросу довольно простая. Если человек реально что-то хочет, то ему не обязательно что-либо. Если человек реально хочет выучить, заниматься информационной безопасностью, вышка ему, скорее всего, не обязательно. Если у него хватает силы воли и напористости, чтобы землю носом рыть, самому находить источники, систематизировать в голове эти данные, то вопросов ноль. То есть человек реально может взять, прийти в информационную безопасность и сказать, я могу, и его возьмут, потому что у него будут довольно хорошие навыки, потому что он сам весь этот путь прошел. Но, будем откровенны, большинство людей не такого профиля люди.
Поэтому очень-очень полезно, если человек получил вышку в части IT и желательно не просто занимался там просиживанием лавки, а действительно слушал, пытался понять, как это все работает, и пытался осознать, зачем это все необходимо, поскольку это очень сильно облегчает в будущем работу вместе с ним, это очень сильно облегчает его в будущем понимание и работу в любой компании. Есть такая хорошая шутка, что университет не учит тебя конкретным знаниям, университет учит тебя учиться. То есть ты предпочтительно бы людей брал из университетов и желательно по профессии инфобезопасности? В целом, да. Если это не какой-то вот реально классный чувак, который сделал себя сам. Если это какой-то классный чувак, который сделал себя сам, я бы взял лучше его. Просто потому, что, во-первых, чувак лучше мотивирован, во-вторых, такой человек реально настроен на достижение каких-то результатов, а не просто на то, чтобы, я что-то сделал. При выборе из хорошего выпускника и человека, который сам себя сделал, он прям хороший специалист, я бы лучше брал второго. Но если таких вариантов нет, и у тебя есть выбор между двумя выпускниками, я бы лучше брал того, который учился до этого на ИБ, потому что есть более высокая вероятность того, что он что-то выучил что-то он выучил в ВУЗе, он немножко лучше понимает профессию, мне придется меньше ему что-то закладывать, меньше чего-то объяснять. Так как это, во-первых, экономия времени, во-вторых, это предупреждение определенных будущих ошибок. То есть в универе дают базу нормально? Зависит от универа. Какие универы, не знаю, вот ты считаешь, что хорошо дают базу для инфобезопасников? Не знаю. Ты в таком учился? И, скажем так, я учился в университете, в котором неплохо давали базу, но реально этой базы было местами недостаточно, поэтому очень сильно приходилось доучиваться самому. Я очень благодарен некоторым преподавателям, которые помогали тем студентам, которые реально хотели сами доучиться еще до чего-то. Вот, и в этом был большой плюс. Но я бы сказал так, что некоторых вещей очень сильно не хватало. Где ты учился? Ульяновский государственный университет. Очень далеко от Москвы. На специальности? Компьютерная безопасность. Хороший ИБшник, тихий или громкий? Я бы сказал так, хороший ИБшник — это человек, который громкий тогда, когда надо, и тихий тоже тогда, когда надо. Это скорее понимание человека, когда действительно нужно бить в колокол, и все из-за этого тоже понимают, что этот человек не будет просто так бегать и кричать, что у нас проблемы. А он действительно в критичный момент и придет, и это будет действительно критичный момент, поэтому его нужно послушать и сделать так, как он скажет. То есть не делать, как в той притче, когда волк, по-моему, кричали волк, если ты много кричишь волки, то в какой-то момент люди начинают говорить, что нафига слушать этого человека, но все равно ничего хорошего не посоветуют. Давай, скажем этой старой развалине, что все хорошо, и разойдемся. ИБ, допустим, в большинстве случаев тихое, может ли это означать, что все хорошо? Если ИБ в большинстве случаев тихо, это не всегда значит, что все хорошо. Иногда это значит то, что человек, который возглавляет, не очень подходит под эту должность, потому что какие-то моменты он упускает, возможно, сознательно. Ты бы его уволил? Не факт. Для начала я бы все-таки просмотрел, чем человек занимается, и почему он занимается именно этим, именно в такой манере. Возможно, просто сейчас, именно тот момент, когда все это надо делать тихо и спокойно, без какой-то лишней тряски и потряхивания всех подряд. ИБ в сравнении тихое или громкое сейчас на данном этапе развития? ИБ в сравнении громкое, когда надо, и тихое тоже, когда надо. Но сейчас чаще тихо или громкое? Зависит от конкретной проблемы. Будем откровенны, я тоже ведь понимаю, что я не могу покрыть все проблемы подряд, и нет большого смысла в том, что я буду ходить и бить в колокол там, где я в текущий момент не могу выделить ресурс для какого-то решения. Мне, напротив, проще тихо подойти к конкретному человеку, с этим человеком обговорить этот вопрос, постараться принять определенные превентивные меры без разбивания в гонг с громкими криками, что все пропало. Особенно если я, опять же, понимаю, что ресурсы я туда выделить сейчас не могу, эта задача не очень горит, и мы понимаем, что рисков там не так много. Поэтому ходить там, кричать на эту тему, большого смысла-то и нет. Чуть в другую тему. Насколько ты считаешь эффективным решение государства по поводу персональных данных, вот этих всех штрафов и так далее? Насколько оно эффективно, особенно в плане штрафов, что ты имеешь в виду? Оборотные штрафы? Оборотные штрафы, да, которые предложили. Это улучшает ИБ? Это улучшает безопасность пользовательских данных? Это очень двоякая сущность, потому что я успел посмотреть на европейскую практику с GDPR, где как раз введены оборотные штрафы.
И я успел посмотреть на некоторых своих коллег, которые очень яро топили за введение оборотных штрафов. Это примерно как пчелы против меда. Вот. И в целом, с моей субъективной точки зрения, это не очень хорошо в целом повлияет на обеспечение ИБ. Это больше будет служить неким маркером для того, что бизнесу нужно, назовем так, искать козла отпущения в большинстве случаев. И такие козлы реально будут на рынке появляться. Тебе платят деньги за то, что ты занимаешь роль, чтобы, если что, Да. на тебя все свалить. Ну, потому что я достоверно знаю несколько компаний на европейском рынке, которые именно так подходили к вопросу ответственности по GDPR. То есть просто находился некий козел отпущения, который был готов выступить вместо них. И реально, если как бы смотреть на в целом информационную безопасность, то для крупных компаний, где гайки и так закручены очень сильно основательно, ничего лучше там сильно от этого не станет. Для компаний помельче, где люди хотят позаниматься закручиванием гаек, это, напротив, может привести к тому, что люди, которые сейчас обрадовались оборотным штрафом, такие, сейчас мы будем запреты на все подряд вводить, они с этими запретами легко перестараются, и это приведет к тому, что у тебя есть, так сказать, театр безопасности. Вот, у меня есть классное видео, я его, наверное, тебе покажу как-нибудь. Там выглядит все следующим образом. Ставит картоночку, ее подписывает, как, например, какая-то мера безопасности, и котик через нее перепрыгивает. Ну, или пытается ее обойти. Вот, сначала котик пытался протиснуться между вот этими вот листами картона, на которых были написаны конкретные меры безопасности, а когда все это было со всех сторон заблокировано, котик просто через них перепрыгнул. Тут будет примерно то же самое, то есть сотрудники скорее вместо исполнения требований безопасности, таких закрученных до максимума, они будут подходить к вопросу так, что мне, например, там проще начинать работать со своей техники, позаниматься еще какими-то такими же вещами. В целом, наверное, местами даже не работать в этой компании или, напротив, просто обходить меры безопасности, потому что они делают работу невыполнимой. И зарабатывание денег не зарабатываем. Да, и фактически это может там в ряде компаний привести к тому, что, напротив, если хоть какие-то меры безопасности раньше спасали, то теперь ты не можешь спасти то, что ты не контролируешь. Вот, в каких-то компаниях это, напротив, приведет к тому, что такой там диктат безопасности здорово снизит их экономическую эффективность, и ребята начнут проигрывать своим же коллегам на рынке, которые такие, типа, более храбрые. Вот, и в целом, на мой взгляд, именно такой вариант регулирования, он просто, не приведет ни к чему хорошему. Возможно, он просто ни к чему просто не приведет. Ну, как бы реальная безопасность и стремление к ней, оно выстраивается обычно не из каких-то вот таких внешних факторов, а из того, что безопасность является какой-то определенной ценностью для клиентов компании. И ты можешь положить эту ценность в продукт. Если ты не можешь положить эту ценность в продукт, ну, значит, ничего, кино не будет. Либо это какая-то ценность для акционеров, где акционеры такие тоже ножкой топают и говорят, хотим так. То есть подход через ценность, а не через бюрократию. Я, наверное, это опять старый анекдот расскажу. Американец, немец и русские собрались между собой спорить, кто заставит кошака съесть горчицу. Америкос промазал две булки, положил между ним сосиску, промазал, всю эту горчицу, дал коту, кот слямзал сосиску, но все остальное не съел. Немец такой, смотри, как надо, взял, капнул на непосредственно сосиску горчицу, кот, в общем, как-то хитро лапой туда снял и все равно съел сосиску. Русский такой говорит, говорит, смотрите. Русский, берет тюбик с горчицей, машет его коту на причинное место, и кот сам с удовольствием уплетает эту горчицу. Так вот, если у тебя только в последнем случае у тебя горчица является ценностью, потому что снять ее с определенных мест дарует человеку спокойствие. Я вообще со своей стороны считаю, что уже признаю, по крайней мере, свои персональные данные Не своими? Общественной ценностью, да. И каким-то таким уже общественным достоянием, я бы сказал. Потому что все вот эти истории про то, что в Даркнете можно купить любую информацию про любого человека, практически. Вот. И что эти данные достают сами же сотрудники служб, которые работают, вот эти все легенды. Мне кажется, что борьба за эти персональные данные уже не стоит того, чтобы, по крайней мере, тех штрафов. Вот. И в целом, всей этой гигиены, которая навязывается. Что ты на этот счет думаешь? Просто разрозненные данные сами по себе, наверное. А какие-то определенные данные про то, что ты в последнее время делал, или, например, какие-то определенные действия совершал, это, конечно, стоит. Показательный кейс, например, с той же Яндекс.Едой, когда она протекла, и многие жены убедились, что их мужья заказывают слишком много еды по какому-то другому странному адресу, где не находится их работа или что-то еще. То есть сами по себе паспортные данные не сильно интересны?
Ну, если посмотреть вот именно очень сильно отдаленно, абстрагировавшись от там безопасности и всего прочего, и если я прикопаю свое нутро как безопасника где-нибудь, я бы мог так сказать. Но реально, с моей точки зрения, все данные ценные, их необходимо защищать, потому что даже какой-то кусочек слитых данных может привести потенциального злоумышленника или какого-либо интересного человека к каким-то определенным интересным выводам и возможному их использованию дальше. Ну, вот мошенники, которые звонят из мест не столь отдаленных, откуда они получают все эти данные? Прям, ну, до суммы на твоем счете в текущий момент времени. Утечки, не очень честные на руку сотрудники некоторых организаций и так далее. Ну, историю с пробивом, как бы можно посмотреть разные новостные сайты, на которых периодически всплывают истории, где людей, которые занимаются таким вот мобильным пробивом, еще чем-то таким, вот их периодически сажают. И действительно есть сотрудники, которые, например, там отливают данные в разных компаниях. И за это прям сажают? Ну, только неправомерный доступ к компьютерной информации. На своем рабочем месте? Наказывается по закону. Сколько сидеть? От судьи зависит. А какой, ну, типа, максимальный срок? Лет 8? Или, знаешь, я стараюсь... Или не лезть в это? Я скорее стараюсь не очень с буквоедской стороны к этому подходить. Поэтому я не смотрю на предельные сроки. Я смотрю скорее на некую юридическую сложившуюся практику. Короче, обычно мелькает 4-6. Сажают. Ну, нормально. В общем-то, за то, что ты за 300 рублей продал там кому-нибудь данные, да? Скажи, пожалуйста, есть ли какое-то вот там современное, там, двигается потихонечку, развиваются технологии, развивается ИБ, есть ли какое-то влияние сейчас искусственного интеллекта, не знаю, каких-то таких техник на ИБ, вот, как в пользу, так и, может быть, наоборот, во вред информационной безопасности? Если посмотреть во вред, то самый показательный кейс — это кейс Samsung, когда некоторые сотрудники Samsung начали просить ChatGPT превьюить их код, а потом их код начал автоматически всплывать много где. После чего Samsung как компания запретил к чертям использование ChatGPT на рабочих местах, поскольку, как говорится, зачем вы сливаете наш продовый код? Это ж жеванный крот коммерческая тайна. Поэтому массовое распространение таких вещей, как ChatGPT и с ними, очень сильно влияет, на самом деле, на ИБ, просто потому что для людей это выглядит как такой безобидный костыль, но по факту нейросетка, на всем этом обучаясь, может эти же данные выдать кому-то еще. Главное, правильно позадавать вопросы. А если посмотреть в пользу, то иногда это может упростить жизнь, допустим, при подготовке прессы, еще что-то такого. Типа, напиши мне вот это. Там. Да, есть, конечно, еще, назовем так, узкоспециализированные варианты использования ChatGPT, но это такая тонкая история, про которую я бы не хотел говорить. Хотя, ладно, давай скажу чуть-чуть. Например, один из инструментов, который может использоваться для тестирования веб-приложений, так называемый Burp Suite, либо есть еще один инструмент, WASP-Zap. При успешном прикручивании к нему ChatGPT можно попробовать нагенерить такой перечень эндпоинтов, который может тебе встретиться на сайте, который будет этими инструментами, соответственно, прожеван, и ты сможешь поискать, есть ли эти эндпоинты, вместо того, чтобы подбирать их руками. Например, пишешь там топ-20 эндпоинтов для авторизации, и он тебе подкидывает все необходимые URL, с которыми потом можно попробовать сходить и поискать. Тебе не надо придумать их самому, ты просто пришел ChatGPT нагенерить эту историю. И вред, в принципе, тоже в этом же, да, и есть, что может злоумышленник это сделать. Ну да. А там вдруг на каком-нибудь эндпоинте авторизации данные без защиты паролем, без всего валяются. Прикольно же, можно нагребать кучу. Про первую историю, про то, что сливать данные в ChatGPT. То есть, ну, есть же сейчас там всякие подходы, типа берешь, там, заливаешь, условно, таблицу в платный ChatGPT и говоришь, там, напиши мне тренды по, там, не знаю, по событиям, которые ты скачал в XML или там, не знаю, в Excel, без разницы. Вот, то есть там типа 500 строк с какими-то данными, в том числе пользовательскими и так далее. Это все запрещено инфобезопасностью, ну, на понятийном уровне или, может быть, даже на уровне подписания документов. По-хорошему все зависит от того, какие данные ты туда закидываешь. Ну, вот я говорю, если это какие-то овер-обезличенные данные, по которым вообще потом ничего нельзя найти и так далее, то, наверное, в этом нет большой проблемы. Но во всех остальных случаях это жирнющая проблема. Люди же не думают о том, что... Да вообще не думают. Но это же просто. В принципе, да. То есть, если туда пользовательские данные загружаешь, ты нарушаешь правила безопасности. Если посмотреть на это еще с точки зрения российского законодательства, ты еще трансграничную передачу персухи осуществляешь без разрешения пользователя. Еще и в западные всякие системы. Да, все, сразу и нельзя. Грешно, очень грешно.
Google таблицы. Использование Google таблиц на работе для обработки персональных данных. Отвратительная вещь. Как говорится, внутреннее облако наше все. Ну, многие же компании, маленькие, большие, используют гугловские аккаунты, пользуются Но это их риски. как личными, как так это. Ну, то есть, с точки зрения безопасности, это по закону или по понятиям. Не, ну смотри, если, как говорится, по понятиям смотреть именно ИБшным данный аспект, то выглядит это следующим образом. У тебя есть не особо контролируемая среда, в которой каждый может наделать копии документов довольно критичных, спионерить их к себе и с ними уйти в закат. Поэтому внутреннее облако с возможностью редактирования — это такой корпоративный must-have. А со стороны закона? Зачем ты передаешь персональные данные каких-то интересных людей в какое-то иностранное облако? И это наказывается. Ну, то есть может потенциально. Это скорее, если найдут. Но в большинстве случаев всем пофиг. Какие советы дашь людям, которые сидят в маленьких компаниях, им, ну, у них вариантов других нет, у них вот есть Google Диск с Google документами, супер удобно. Поверь, если человек в такой вот маленькой компании работает, у него есть там Google Диск, ему так далее супер удобно, и в целом ему с этим хорошо, то он риски либо уже принял для себя все. Так он может не знать про них? Ну, если ты ИП на 10 человек, у которого основная коммерческая тайна — это список поставщиков, поверь, ты хорошо понимаешь, что будет, если один из СОЗов возьмет список поставщиков и свалит в закат. Список клиентов? То же самое. То есть, человек в этом случае уже принял все риски. Или просто забил. У меня просто был небольшой опыт работы ИПшником, скажем так, когда я работал сам на себя, имел свой маленький бизнес. Вот там было примерно так же. У тебя есть дилемма между рисками, которые ты сам себе можешь оправдать, и какие риски ты не можешь себе оправдать. И когда у тебя, назовем так, ИП на 10 человек, которое выглядит как купи-продай, для тебя это реально риски того, что Sales возьмет базу поставщиков, базу клиентов и откроет такую же ИПшку через дорогу. И вот как бы тут уже к тебе вопрос, готов ли ты все это вот в таком Google облаке хранить и всем раздавать или нет. Если готов, значит, риски ты принял. Какие альтернативы? Ты говоришь, собственное облако с возможностью редактирования документов и open-source решения. Да, есть. это для компаний побольше. А если прям вот для small-medium бизнеса такие решения, в которых все включено по части ИБ, я таких не встречал. Вот такая компания Small Medium Business, что вообще по части ИБ, на что есть смысл обращать внимание? Small Medium Business в России имеет большие градации. Там примерно до 250 человек персонала, например. Угу. Очень сильно зависит, во-первых, от специфики компании, во-вторых, очень сильно зависит от количества персонала в ней и от тех процессов, которые есть внутри. Прям вот выделить какие-то универсальные реперные точки сложно. Вот, я бы, наверное, назвал всего 3. Первое, как говорится, следить за своими финансовыми бухгалтерскими данными. Как говорится, не выдавайте электронную подпись генерального директора всем подряд, а то подпишут пару-тройку платежек, и, как говорится, никакой кибербес вам не поможет. Вот. Второе — это следите за своими доступами во все системы, которые у вас есть, потому что всегда можно найти сотрудника, который что-то зарегистрировал на себя, потом свалил в закат, и теперь у вас с ним постоянный конфликт. И, кстати, управление доступом — это, наверное, одна из наиболее таких весомых вещей, которые есть вообще в каждой компании, которая вызывает у всех подряд боль. И третье — это если вы имеете какой-то продукт, который, скажем так, светит собой на весь интернет, то озаботьтесь такими простыми вещами, как управление уязвимостями. Хотя бы на уровне просто поставить необходимое обновление. В противном случае вы рискуете просто окуклить свой бизнес за несколько месяцев. Потому что где-то есть какая-то непропаченная уязвимость, а какому-то школьнику было интересно метасплойт на вашем сайте потестить. Какие точки роста у инфосек-специалиста? То есть куда после того, как ты поработал в инфобезе, куда можно пойти, куда тебя возьмут? Куда пойти, куда тебя возьмут, это хороший вопрос, очень сильно зависит от компетенции и конкретного направления, в котором бэшник развивался. Если это какие-то такие трендовые вещи, как, допустим, DevSecOps и все, что с этим связано, можно попробовать уйти в DevOps. Особенно если ты прям хорошо копался в кубе, хорошо копался в специфике того, как DevOps работают, и в целом с DevOps-скими инструментами знаком. Во всех остальных случаях точно так же все зависит от того, какая наиболее такая родная айтишная часть была рядом с тобой. А если как бы глобально смотреть, то, наверное, тут один-единственный ответ, как говорится, куда всем идти, всем надо идти в разрабы. Как бы это парадоксально ни звучало, мы все движемся к той парадигме, что все станет кодом. Сейчас уже у нас есть там инфраструктура как код, программно определяемые сети и так далее. Мы все идем в ту сторону, что все рано или поздно закончится, как я говорю, фразой Certified YAML Developer.
Тот момент, когда ты емлы пишешь, которые определяют там инфраструктуру твою, все что угодно они определяют. Поэтому так или иначе, ИБ все равно рано или поздно сведется к тому, что даже ИБшник станет разработчиком. Просто разве что он будет заниматься какими-то своими определенными ИБшными вещами, как, например, поддержание ИБшных библиотек. Это классно, когда само подразделение безопасности может сделать, назовем так, библиотеки, которые имплементируют безопасные методы авторизации, логирования и всего остального необходимого, поскольку это здорово облегчает работу других подразделений разработки, но это утопия для большинства компаний. Как это работает? Ну, у тебя фактически есть разработчики, которые являются безопасниками, которые пилят те самые методы, которые нужны внутри кода. То есть именно Bezi. Продуктовая команда получает некий набор, который она использует у себя в коде, переиспользует у себя в коде. Скорее, у тебя есть конкретно, ну да, у тебя есть отдельная команда, назовем ее типа команда инструментов безопасности. Вот она использует те самые инструменты. У тебя внутри каждой команды есть такой типа безопасник-разраб, который отвечает именно за кусок того, чтобы все инструменты безопасности были имплементированы на нужных местах, и все работало корректно, уязвимости внутри не было. Почему? То есть фактически это вот такой еще дополнительный разраб, который у тебя появляется в каждой команде. Если у тебя до этого в типичной команде был набор разрабов плюс набор тестеров, то у тебя тут еще один типа безопасный разработчик. А почему утопия? Если ты становишься специалистом по ИБ, то твой рост в зарплате и рост в навыках, он, назовем так, очень сильно не всегда быстрый. И если у тебя есть хоть какие-то базовые знания по разработке, то с большой долей вероятности ты пойдешь не в ИБ, ты пойдешь в разработку. Потому что там платят лучше, старт выше, старт быстрее, а карьерная лестница покруче. И вот тут такая веселая вилка. С одной стороны, ты можешь пойти в ИБ, но тогда, особенно на старте работы своим ИБшником, тебе не понадобится большинство навыков разработки, скорее всего, они деградируют. Либо у тебя вариант идти сразу в разработку, но тогда зачем тебе идти в ИБ? Ситуация в последнее время не меняется в связи с развитием ИБ в целом не улучшается ли как раз вот эта история с ростом сотрудников, со ступенями, с зарплатами и так далее? Где-то улучшается, где-то не очень. Но вот именно такого качественного развития, как, например, то, что все рано или поздно начинают перетекать в разработку, такого, как пока не было, так до сих пор, ну, на мой взгляд, не часто встречающаяся история. Не предвидится. В некоторых компаниях есть, скорее всего. Кроме этого, я знаю, что, например, у некоторых коллег не буду показывать пальцем пару компаний, которые e-com занимаются, у них есть такое. Вот, но это не самая массовая история. Эта история могла бы стать массовой, но для этого тебе нужно вот взять людей, которые думают одновременно с разных сторон, одновременно как разработчик, которому надо написать готовые какие-то хорошие фичи, и как безопасник, который смотрит на это еще с другой стороны, и при этом их объединить и дать им конкурентную зарплату. То есть это примерно у тебя выходит такой типа легендарный золотой юнит за мешок золота. Вот, и пока это не становится массовой историей, например, пока нет такого, что там фактически безопасность — это одно из направлений разработки, ну, история не будет массовой. Чем отличается инфобезопасник в государственной конторе и в коммерческой? Подходом, зарплатой и, скажем так, любовью к определенным решениям. Если безопасник в коммерческой конторе имеет больше шансов на то, чтобы развиваться качественно как инженер, ну, прям реально хорошо и реально качественно как инженер на особенно каких-то open-source решениях, то есть лепить что-то из, назовем так, глины и палок, вот, и в частности делать какие-то оригинальные интересные решения, расти вместе с этим не только как безопасник, но и как инженер. Вот, именно IT-инженер, то в ГОСе ты сильно ограничен использованием сертифицированных и прочих интересных средств, многие из которых сводятся к нажатию одной кнопки. Во-вторых, в ГОСе ты точно так же ограничен довольно большим количеством регламентирующих документов, по которым ты должен жить. В коммерции обычно у тебя бывает решение нерешаемых задач. По деньгам где лучше? В коммерции. 100%. 200. Перейдем тогда к Блицу. Я позадаю эти вопросы, ну, как у классиков. Отвечать, вопросы будут короткие, отвечать не обязательно коротко. Удаленка или офис? Гибрид. С каким соотношением? Это очень сильно зависит от текущих проектов, это очень сильно зависит от того, насколько хорошо ты общаешься с командой и коллегами. Гибрид, на самом деле, практически всегда предпочтительный метод, потому что, наверное, сейчас прозвучит очень так кроваво-гасушно,
и с примесью работы некоторых структур, но хороший безопасник должен знать коллектив и должен с ним хорошо общаться. Потому что очень много из того, с чем ты работаешь, всегда можно встретить просто по методу. Ты идешь по офису, встречаешь какого-то из коллег, он смотрит на тебя, вспоминает, что что-то забыли и так далее, и такой: мы забыли, здорово, чувак, давай обговорим. Вот, а удаленка обычно нужна для, скажем так, дни удаленки нужны для решения инженерных задач, которые хочется очень сильно сосредоточиться и, скажем так, немножко побыть в себе. Концентрация и так далее, это, скорее всего, про удаленку, особенно если у тебя есть место дома, в котором ты можешь, так сказать, посидеть одному. Потому что, когда ты находишься в офисе, есть очень великая вероятность, что, как говорится, к тебе подойдет один человек, второй человек, третий, пятый, 50-й. Исходя из занятости, из завязанности на некоторые процессы, можешь практически целый день провести в бесконечных диалогах. По итогу какие-то задачи просто не будут решаться. Поэтому гибрид. Предпочтительнее, когда пишут условный Slack или когда созвон? Предпочтительнее, когда пишут. Потому что, как есть старая добрая фраза, что написано пером, то не вырубишь топором, и фиксироваться по каким-то договоренностям, которые все написали, сильно проще, чем, мы там проговорили, кто-то забыл, кто-то вспомнил, кто-то нет. Личка или канал? Лучше канал. Позориться так на всех. На созвонах требуешь, чтобы камеры включали? Нет. А считаешь вообще, как норма было бы хорошо? Мне как руководителю психологически, конечно, комфортнее общаться с именно человеком, которого я вижу, но если человеку сейчас некомфортно со мной так общаться, то я в этом тоже ничего страшного не вижу. Опять же, у нас с коллегами в этом отношении есть вполне выстроенный баланс. Половина включает, половина не включает. Опционально. Но большинству коллег, так как у нас, как ты знаешь, геораспределенная команда, зачастую приятно вечером посмотреть на лица окружающих коллег, вместо того, чтобы просто смотреть на квадратик, на котором буковка написана. А стартап или зрелые процессы? Если ты молод, то стартап. Если ты старый, хочешь на пенсию, зрелые процессы. Windows или Mac? Калюха родная, Кали Linux родной. Кали не самый, модный выбор. Не знаю, среди моих коллег в большинстве своем вполне себе модный. А деньги или слава? Когда ты молод, слава. Когда ты уже не молод, деньги. Когда ты молод, слава в стартапе, да? Когда ты молод, ты такой славный рок-стар в стартапе, который делает себе имя, показывает, какой он классный, показывает, какой он, офигенный, классный вообще чувак. Но потом ты становишься зрелым. Нас настолько избаловали песцом, что нас сложно чем-то удивить. И тогда переходит эта самая стадия зрелости, в которой ты начинаешь выбирать зрелые процессы и деньги, просто потому что хочется углубляться в какие-то конкретные технологии, а не пытаться объять необъятное. Главное качество хорошего лидера в IT. Забавно прозвучит. Слабоумие, отвага, мудрость, капелька харизмы. Слабоумие можно убрать. Да, и последний вопрос. Посоветуй интересную статью, доклад, может быть, подкаст, который ты смотрел за последнее время. Можно профильный, можно, если ничего такого не смотришь в последнее время, то в целом развлекательное. Я, наверное, могу посоветовать книгу. Она называется «Как измерить все». Отличная книга аккурат про метрики, в частности, про метрики информационной безопасности. Автора не вспомню, но она есть только на английском. How to measure everything. Про что там? Как измерить все, как ко всему подряд смочь применить какую-то метрику. Это именно айтишная история? Это скорее в целом про все. Угу. Написал ее какой-то чел, который, угорает по метрикам, по черному. Мне понравился его подход. Что ты из подкастов смотришь? На удивление, нет. Слушаешь? Тоже нет. Я больше любитель литературного жанра. Я любитель почитать. Что бы интересно было бы посмотреть, или предложить сделать из подкастов у нас? Сделать подкаст Fails. Понимаешь, просто про историю успеха. Это какая-то такая попсовая вещь. Про нее слышали все. История успеха, конечно, местами заряжает. Это прикольно, всегда интересно, как другие люди делали. Но, история фейлов — это всегда повеселее. Всегда же надо понимать, как делать не надо. Тогда это интереснее. Резонный вопрос. Пару фейлов своих. Вообще в целом или только в сравнении? Да, не, чтобы весело было. Без разницы. Чтобы весело было. Знаешь, на заре моей карьеры, когда я только-только пошел на первую свою работу по ИБ,
Вот, но для меня это было такое прикольное ощущение, что в духе, вот я до этого разработчиком был, а тут я наконец-то вроде до этого был большой интерес в ИБ, я учился на ИБшника, я, будучи студентом-ИБшником, иду на работу ИБшником, такой, прикольно же. Первой задачи как бы парадоксально не было, для меня была вообще полусисадминская задача на тему того, чтобы приделать к внутреннему облаку компании систему совместного редактирования документов. Я приделал, вроде было даже нормально. Но придя к местным сисадминам, я задал им вопрос, я говорю, а версия облака, на которой я все это приделываю, точно не расходится с продуктивной? Они такие, точно. Так вот, мой величайший был фейл, что я поверил им на слово. Потому что, когда они повезли это все по моей инструкции на продакшн, знаешь, что произошло? Прот упал. Продуктивное облако такое, типа, всем пока, моя остановочка. Когда мы пошли разбираться, в чем же была проблема, потому что ко мне пришли там целых 2 сисадминов, такие, за тебя все. Я такой сижу, переживаю, знаешь, тот момент, когда у тебя все сжимается до размеров материальной точки. Когда ты еще в самом начале И это еще 2-я неделя работы. Вот такой думаешь в духе. Очень весело, классно прям получается. Мы вместе с моим руководителем задаем вопрос, типа, а что вообще, как показываете? И выясняется, что версия на тесте на 0,01 выше, чем на проде. И именно это послужило причиной падения. И я такой... Не мой косяк. Да, и тут уже сисадмины начали сжиматься до размеров материальной точки, очень попытались как-то подальше свалить, потому что косяк-то по итогу оказался на их стороне. Но для меня лично было вот, знаешь, такая зарубка, которую ставишь вот в голове. Не верь людям на слово. Проси пруфы. Нет пруфов, все печально. Значит, что-то не так сделали, значит, тебе наврали. И все пойдет не так обязательно. Обязательно. На этой веселой ноте спасибо тебе большое. Взаимно. Было очень приятно. Да, это было интересно.